Почему Никарагуа среди других стран Центральной Америки, она такая более закрытая? Я бы сказала, она менее разрекламированная. Ее немножечко зажали, конечно, Америка немножечко зажала, потому что они стали развивать Коста-Рику очень сильно, вкладываться много туда. Всем привет, это Никарагуа, мы встретились с Яной, она сегодня расскажет, как она здесь оказалась. Поехали. Яна, расскажи, пожалуйста, почему именно Никарагуа? Но выбор был сложный немножечко, он пал в ковидные времена, потому что мы жили долго в Канаде, и мы решили, что как-то тяжело там стало, и решили на зиму попробовать уехать вообще в какую-то страну. Выбор был между Мексика, Доминика, Коста-Рика, Никарагуа, собственно, где мы были раньше, как туристы отдыхали. Ну и по некоторым причинам, погодные причины, там, экономические, по-разному, как-то вот остановились на Никарагуа, потому что мы здесь уже бывали, и бывали как дикарем, можно сказать, туристы такие, и нам очень понравилась, дружелюбная страна, люди очень хорошие, такая комьюнити очень теплая, поэтому мы подумали, ну давай попробуем здесь пожить зиму. И пока мы вот зиму тут жили, мы поняли, что мы решили здесь вообще остаться, никуда не возвращаться. Нам понравилось. А в Канаде сколько лет прожили? 15. Почему именно выбрали здесь локацию? То есть где мы сейчас находимся? Да, Сан-Хуан-дель-Сур, самый туристический город. Конечно же, потому что как туристы мы первый раз приехали сюда именно. И нам нравится океан, пляж. То есть мы решили, раз уж уезжать в какую-то страну теплую, то к океану, к воде поближе, а не в городе, не в бетоне там. И плюс мы уже, нам нравится этот городок, он как вот, знаете, как у бабушки в деревне. Ты идешь, со всеми знаком, со всеми здороваешься на улице, и это как-то вот вызывает какие-то теплые чувства. Нам вот понравилось вот это вот теплое комьюнити. Ну и ко всему получилось так, что на самом деле из Канады, именно из Канады приехало сюда очень много экспатов в это же самое время. И здесь образовалась такая очень большая комьюнити канадцев, чуть меньше американцев, европейцев. И как-то все сдружились, и это тоже как-то держит, потому что уже вся как родная семья. То есть нам нравится именно вот это теплое отношение. А что не понравилось в Канаде? Во-первых, конечно, мы уехали, потому что объявили, что в один момент закроют границы для непривитых. Мы любим путешествовать, и поэтому мы решили, значит, мы должны до этого времени вылететь, и мы вылетели. Ну и плюс потом уже все пошло накладываться друг на друга. Экономически огромный взлет цен на проживание, на продукты. То есть мы видели просто эту большую, огромную разницу с Никарагуа. И мы просто подумали, что здесь выгоднее нам жить, оставаться здесь. Нас там особо ничего не держит. Хотя вот дети, трое детей у нас вообще, и они ходили там в школу. Но сейчас они здесь занимаются. И я как-то для них сейчас пока что будущего там не вижу. Крайне сложно даже купить дом, да, то есть заработать на первый взнос на дом. Это очень сложно там. Поэтому пока что там не вижу будущего. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Никарагуа уже сколько находитесь? 3 года. 3 года. То есть дети здесь ходят в школу, в садик?
Да, да. Как тяжело ребенку устроить школу? Нет, не особо тяжело. Ну, если мы говорим про местные школы, это вообще нет проблем. Здесь есть частные школы. Частные школы некоторые потяжелее, потому что был наплыв вот этих экспатов, иностранцев, и они хотели в частные школы отдавать, там, потому что английский язык есть вместе с испанским. И получился такой большой лист ожидания. В некоторые классы есть проблема попасть, нужно подождать. Но если тебя не беспокоит как бы уровень местного образования там, и язык испанский, то можно отдать в местную школу. Бесплатно? Бесплатно, да. Там все оплачено вместе с едой государством, как у нас в Советском Союзе было. А дорогое вообще обучение в школе? Очень большой разброс цен. То есть самая дешевая школа здесь это примерно $170 в месяц. Самая дорогая школа, они берут около $600 в месяц. И плюс там какие-то дополнительные транспортные расходы, еще что-то надо каждый год оплачивать. То есть они отсюда из столицы приезжают, что ли? Нет, нет, есть прямо здесь. Есть американская частная школа здесь, и она как бы самая дорогая. Есть такая местная никарагуанская, но частная школа, и они на 2 языках обучают. И она вот подешевле. Сейчас открывают 3-ю школу, здесь есть такой Трикаса резорт. Они открывают 3-ю школу. Пока что они начали с начальных классов в этом году, но они отстраивают там большую красивую школу. По цене пока что у них, мне говорили, где-то $400 в месяц у них сейчас. Не сказать, что дешево, довольно дорого, я бы сказала. Для многих, кто сюда приехал и кто не имеет возможности зарабатывать там, а зарабатывают здесь, для них немножко дороговато. Но мы, поскольку в туристическом городке, маленьком и очень населенном иностранцами, поэтому такая проблема немножко стоит. А вот если брать, например, столицу Манагуа, там очень много частных школ на английском языке, на испанском, на любом. И цена очень варьируется, там от $100 в месяц, легко можно хорошую частную школу найти, до там, $1000 в месяц. Наверное, самая дорогая американская школа там есть у них. Но там подешевле есть. Есть выбор подешевле, да. В частных школах обычно учатся иностранцы, то есть местные не учатся. Местные тоже. Тоже? Почему? Да. Ну, просто для них делают небольшую скидку иногда. Местным чуть подешевле, но они тоже занимаются, да. У нас школы довольно смешанные. А были ли проблемы у детей в школе, то, что местные как-то отрицательно относятся к иностранным детям? Нет, нет. Особенно в этом городке нет. Они настолько здесь все привыкли жить среди иностранцев. Здесь очень много, потому что и раньше жило всегда, вот и пенсионеры приезжают из Америки, из Канады сюда жить, да, и поэтому все очень так тесненько. Многие даже знают английский неплохо, говорят на английском. Так что. А какие вообще цены здесь дорогие? Сколько вот стоит, допустим, арендовать жилье себе на месяц? Никарагуа такая страна, где можно жить и за $100 в месяц, и за $10 000 в месяц. Как угодно можно потратить деньги. И яхту можно взять, да? Да, как угодно можно. То есть и жилье также варьируется. То есть, ну, скажем, можно снять, например, односпальную, такой, не комнату, а домик, у них касита называется, да. Можно односпальную снять за $300, ну, например, без кондиционера. Можно за 500 с кондиционером, да, но ты электричество платишь сверху, просто немножечко оборудование может получше. То есть вариации большие. Мы, например, снимаем, пока мы строим свой дом, мы снимаем сейчас 2-комнатную квартиру, апартаменты. Это современные, они недавно отстроенные, там все очень прилично. За $650 в месяц мы снимаем. Что, скажем, раньше было, сейчас скажу, 2 года назад мы ее снимали за 450. То есть цены подросли. Ну, незначительно, если сравнивать с другими странами, где по 2000 сдают. Но здесь можно дом и за 2000 снять, и за 3000 можно снять. Они как-то видят, что типа иностранец, и значит ему сдают дороже? Или у них единая цена для всех? Плюс-минус единая цена. Но нужно, во-первых, торгуются иногда, да. И, во-вторых, например, если ты смотришь на какой-нибудь Airbnb, да, цены, там, например,
удобно снимать посуточно, но если ты на долгий срок, там цена будет очень высокая. И лучше искать здесь риэлторов, кто этим занимается, и через них гораздо дешевле снимать. Тяжело было сделать резидентство, документы? Резидентство, в принципе, несложно, у них есть разные программы. Одна из популярных здесь программ – это бизнес-инвестор. То есть вот когда ты покупаешь, например, землю, дом, что угодно, на 35 тысяч долларов ты должен вложить как бы в экономику, и ты можешь подаваться уже на резидентство для всей семьи. Это не такие большие деньги, люди покупают здесь себе участки, дома. 35 тысяч долларов, да. Вот покупаешь себе недвижимость, должен оформить корпорацию, нанять официально 2 работников, например, там, местных. Например, там, уборщицу и охранника, да, к примеру. Там просто платишь официальную зарплату. И на какой-то короткий срок подаешься. Обычно это занимает где-то 2 месяца. И ты получаешь резидентство. ПМЖ уже? ПМЖ, да. А через сколько можешь получить гражданство? Насколько я помню, по-моему, 2 из 5 надо прожить, 2 года из 5 лет. И можно подаваться на гражданство. Но у них есть такая фишка, как бы на гражданство, чтобы податься, нужно отказаться от предыдущих гражданств, по идее. Отказаться обязательно. Да, но когда мы разговаривали с адвокатом, например, да, адвокат сказал, что не совсем отказаться, нужно предоставить письмо, которое ты предоставляешь якобы посольству, о своем намерении отказаться от гражданства. То есть ты подписываешь просто письмо. И этого достаточно уже для получения. Поэтому я знаю, что здесь многие с несколькими гражданствами живут также. Ну, а с канадской уже есть, да, гражданство? Да. Есть идея получить Никарагуа? Никарагуанское гражданство? Не знаю, еще пока не думали. У нас, по-моему, недостаточно гражданства. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А чем вы вообще здесь сами занимаетесь? Мы строим комьюнити здесь на большую, на 38 домов, со своим таким клубным домом, площадками. В общем, как будто вот как в резорте жить, чтобы в первую очередь для себя было комфортно, для своей семьи. Ну и, собственно, чтобы люди могли иметь это как инвестицию. Кто-то у нас, кто купил дома, кто купил участки, собираются строить дома, они собираются жить. Кто-то как инвестицию на будущее, то есть или приезжать сюда, например, отдыхать там зимой, а остальное время сдавать. Ну, в общем, все по-разному. То есть вы берете землю, покупаете, строите дом и уже готовый проект продаете? Мы делаем по-другому. У нас есть земля, у нас есть проект, есть участки. Мы продаем участок, а потом у нас есть 2 вида домов.
разных размеров, ну или по заказу может быть другой дом, который клиент выбирает себе построить на этом участке. И мы ему строим этот дом. То есть изначально они покупают землю. Но на этом немножечко хитрый план, потому что при покупке земли ты должен заплатить налог государству. А налог рассчитывается процент от суммы покупки сделки. И чем ниже покупка, тем меньше процент. То есть 1% там минимально до 50 тысяч, да? Если ты покупаешь землю, ты платишь 1% с этой суммы. А если ты покупаешь дом, который будет стоить там 200 тысяч, скажем, ты уже будешь платить другой процент с этой суммы. То есть это экономия как бы еще и для наших клиентов. То есть оформить лучше сначала землю, а потом строить дом. Да, совершенно верно. Но покупатель, он может и сам самостоятельно строить дом? Может, да. То есть если выбор такой, можете вы помочь? Да, у нас есть как бы общий принятый дизайн нашего комьюнити. Единственное, что с нами нужно будет согласовать проект, чтобы он немножко не выбивался, а в принципе можно самому построить. А ваш вот этот проект сам территориально где находится? Территориально он здесь недалеко, где-то минут 7 езды. Он не на первой линии океана, но он у нас находится в горах, такой долине. У нас сзади гора, спереди гора, и, в общем, весь вид на горы, окруженный джунглями, очень красивый, такое тихое, спокойное место. Оно находится за горой от города, и поэтому шума никакого не доходит до нас. А до океана у нас там до пляжа доехать сейчас по новому хайвею, который у нас строят, если вы видели, где-то 5-7 минут занимает. А там есть свой магазин, свой спортзал? У нас будет в этом комменте, да, магазин, спортзал, все, что необходимо такое поблизости, да. С таким бэкграундом проживания 3 года сталкивались здесь с медициной? Какие услуги медицинские вообще? Да, сталкивались и мы, и наши друзья, кто приезжали. Во-первых, вся медицина бесплатная. То есть для туриста не важно, страховка есть или нет. Все, что по срочному, все будет бесплатно. Нас принимали, даже паспорт не спрашивали. Выписывают все таблетки. У нас друг попадал в больницу, ему пришлось там 3 дня пролежать, прокапать антибиотики в больнице. И его кормили, никарагуанской едой попроще. Он лежал в палате, без кондиционера, с вентилятором, но все это было бесплатно. Главное, помощь оказали. Абсолютно. Помощь оказали, таблетки, все бесплатно. А если зубы лечить? Зубы лечить другая история. Это, конечно, платно. То есть, скажем так, цена подешевле, если мы сравниваем там Америку, Канаду, она дешевле цена здесь, если мы сравниваем там. Качественнее или так же? Все зависит от кабинета. То есть кто-то делает качество. В общем, это как и везде, как угадаешь, да, как попадешь. То есть я лечила свои зубы и лечу в одном кабинете. В принципе, да, мне нравится, неплохо делаю. Все пока что устраивает. Хорошо. Кого интересует проект Яны, обращайтесь, ссылка в описании. А какие же минусы все-таки здесь есть? Минусы. В нашем городке, пожалуй, что иногда хочется 18 градусов, чуть-чуть попрохладнее, но, в принципе, и 40 у нас здесь практически не бывает, поэтому довольно комфортно. По поводу минусов, наверное, опять же, возвращаясь, наверное, в школьный вопрос, потому что не хватает все равно здесь каких-то частных школ, другого уровня, может, я не знаю. А школьные программы самые, как они, стандартные или высокие? Я бы сказала, стандартные. То есть обычные школьные программы, не сказать, что здесь что-то прям выдающееся. Что еще из минусов? Наверное, дорог не хватает пока что. Вот они сейчас занялись большой стройкой вот этого хайвея, это будет очень хорошо. Потому что, пока что и ранее там на многие пляжи доехать нужен только джип 4x4. Потому что, особенно вот в сезон дождей, когда размывают дороги, довольно сложно проехать. В принципе, что еще? Даже так пока не приходит в голову. Какие-то мелочи, я не знаю. Мне кажется, в каждой стране есть свои мелочи, которые могут не устраивать. Преступность как тут? Преступность очень низкая в плане для туристов, все очень довольно безопасно.
Ну, есть какие-то рекомендации, конечно, например, там, не оставлять телефон где-то, да. И то здесь часто случаи, когда возвращают. Но если ты идешь, например, в ночной клуб, и там битком народу, и какой-нибудь молодняк может что-нибудь вытащить, да, телефон. Поэтому лучше в такие места аккуратнее ходить или не таскать с собой телефон. А так, если ты днем где-то ходишь, и совершенно безопасно, ничего такого не происходит. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. А какие месяцы здесь туристические месяцы для отдыха? Вообще круглый год, потому что здесь не бывает холодно. Скажем так, бархатный сезон – это примерно с октября по январь, когда вот заканчиваются дожди, все время солнышко светит и еще все зелено. Это такие считается бархатный сезон. Но в принципе, вот даже сейчас дождик прошел, а солнышко выглядывает, да, все равно ты попадаешь на солнце. Довольно много солнечных дней здесь. Еще есть такой нюанс, вот в феврале надо быть аккуратнее, потому что проходят течения в океане холодные, и ты можешь попасть вот пару недель в феврале, может быть, холодный океан. Но опять все так индивидуально, то есть разные бухты, по-разному вода заходит. В одной бухте сегодня холодно, а в другой тепло, а завтра наоборот. Как угадаешь. И плюс с этой прохладной водой еще приходят медузы. Небольшие, но надо быть аккуратным. Иногда жгутся неприятно. Поэтому вот февраль такой сезон насчет воды. А по погоде все время круглый год можно приезжать. Местная кухня Никарагуа – это что? Ну, это, наверное, как и большинство Центральной Америки. Это рис с бобами, вот эти плантаны жареные, и чипсы курица, да? С сыром. Курицу, конечно, самый дешевый продукт здесь курица. Но морепродукты они тоже делают довольно вкусно. Есть у них традиционные блюда, всякие накатамали, например. Там делается в листе банановом кукурузная каша с мясом, с овощами. Честно, мне давали попробовать наши друзья никарагуанцы. Мне немножко не зашло. Мне показалось, там недостаточно вообще ни соли, ни специй. Вот если добавить что-то туда, может, еще получше было. А они это едят, а это причем большой такой кусок, который он варится как бы в воде. И эту вещь они едят на завтрак. Как завтрак, довольно плотный. Но, наверное, ко всему как привыкаешь, да. Они любят кукурузные лепешки, тортилы вот эти. Они для меня безвкусные, они без соли. А они едят, им нравится. Но еда не острая. Они любят соленое и кислое, как закуску. Например, традиционно, когда идет сезон манго, очень часто встречаешь на улице женщины нарезанное манго такими слайсами в пакетике, добавляют туда соль, уксусный такой соус уксусный, кисленький, и могут добавить туда еще остринку. И это ешь вот как чипсы, да, вот соленое, кислое, ну как к пиву можно, да, потому что манго, оно не спелое, оно тоже кислое, зеленое именно режется. Такая своеобразная вещь, с первого раза не заходит, а потом прям как семечки. Почему Никарагуа среди других стран Центральной Америки, она такая более закрытая? Я бы сказала, она менее разрекламированная. Ее немножечко зажали, конечно, Америка немножечко зажала, потому что они стали развивать Коста-Рику очень сильно, вкладываться много туда. И, скажем так, как, ну, и раньше говорили, и сейчас, в принципе, Никарагуа – это 10 лет назад Коста-Рика. То есть вот все, что 10 лет назад там было в Коста-Рике, сейчас Никарагуа. И тут развитие вот так идет, немножечко с отставанием. И поскольку сейчас Коста-Рика, например, она прям перенасыщена, я бы сказала, туристами, очень популярное стало направление, цены очень сильно взлетели безумно. Мы были в Коста-Рике еще лет 13 назад. И цены довольно тогда были высокие, сейчас еще выше. А здесь оно только-только вот
развивается, только все подрастает. И сейчас все больше сюда туристов начали ехать, потому что все-таки есть люди, которые ищут менее туристические страны. Поэтому, ну, здесь все будет. Оно подрастет. Лет через 10 точно будет очень популярно. Правительство как относится вот к приезжим иностранцам? Очень положительно. Они сейчас все делают для туризма. Они делают этот хайвей, соединяющий все пляжи Никарагуа на Тихом океане, которые именно для туристов, чтобы было очень удобно проехать всю страну быстро и к любому пляжу иметь доступ. Они сейчас строят новый аэропорт. В Манагуа сейчас есть один аэропорт, но он не отвечает стандартам международных авиалиний. И они сейчас строят гораздо больше аэропорт недалеко от Манагуа тоже, и чтобы было больше других рейсов зарубежных. То есть они много сейчас вкладывают денег именно в развитие для туризма. В Никарагуа есть своя армия? Армия? Да. Да. То есть к чему-то готовятся, потому что большинство стран Центральной Америки, да, отказались от армии. Ну, тут всегда была армия. Да, а Никарагуа она сохранила. Ну, с чем это связано? Ну, я не знаю, не могу сказать. Мне, в принципе, непонятно, когда у тебя в стране есть армия, зачем ее сокращать, если она уже была. Ну, как бы, есть и есть. Пусть будет на всякий случай в нашей жизни. Показывает опыт, что может быть все что угодно. Твои рекомендации людям, которые вот смотрят, изучают Никарагуа с одной и с другой стороны. Что бы ты посоветовала? Наверное, посоветовала бы меньше читать интернет по поводу безопасности страны, потому что там очень много ерунды написано. И часто люди просто повторяют эту же ерунду, говорят: ой, да там опасно, вообще я туда не поеду. Мы сами, на самом деле, 13 лет назад, когда поехали в Коста-Рику, нас сюда затянула моя подруга. Они уже 13 лет назад здесь себе дом построили. То есть случайно вы здесь оказались, по факту, первый раз? Да. Ну, мы были в Коста-Рике, и потом у меня подруга говорит: зачем приезжайте в Никарагуа? И у меня такие же были вопросы: а там безопасно? Я там где-то что-то слышала, да? И она говорит: да, безопасно. А потом через несколько лет мы все-таки сюда приехали, убедились, что на самом деле здесь спокойно, безопасно, нет никаких проблем для туристов. У меня дети сами ходят в город, в магазин, гуляют, покупают, как бы. И все, главное, приятно, что как бы ты ни прошел по улице, кого незнакомого встретишь. То есть все знают их, они знают тех, и поэтому как-то вот так вот оно безопасно и ощущается. Вот такие рекомендации от Яны. Приезжайте, меньше читайте и увидите все своими глазами. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.